Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте. Второй расклад. Осень 2024 года. Как изменится ваша жизнь? Давайте узнаем. У нас сегодня две колоды карт, но в целом осенний период. И для вашего знака зодиака он, откровенно говоря, может быть кое в каких вопросах не совсем простой. Много эмоций может быть. И все планетарные транзиты, они направлены на то, чтобы в чем-то сделали выбор. Вот выбор и организация по-новому своей жизни. Пожалуй, это ключевые две темы на осенний период. И это ведь не только осень. Планетарные как раз ретро-транзиты, они говорят о последующем плавном переходе в 2025 год. Хотя бы по части ретро-урана, который находится в знаке зодиака Телец. Телец – это у нас наше благополучие. И этот транзит, он достаточно долгий, с 1 сентября по 30 января. Но в целом, конечно, вишенка на торте или главную скрипку первую будет играть Плутон, мои дорогие. И на момент, когда я делаю видео, Плутон еще пока в Водолее, но он совершит с 1 сентября последний реверанс, заход в знак Козерога. И до середины октября он будет в ретро-движении, а потом в прямом. Поэтому какие-то вопросы, которые уже сложились к этому времени, это не значит, что выбор будет вот состоять из чего-то совершенно нового, или вы начнете что-то с нуля. Нет, вы скорее что-то продолжите, будете расставлять по местам те события или подводить что-то к итогу, разбираться, выяснять, может быть, или от чего-то отказываться, как от балласта в первую очередь. И все ретроградные планеты нас могут как раз вернуть в какую-то историю, чтобы мы быстрее сделали свой выбор. У меня есть на канале и есть на моем сайте события до конца 2024 года. Я оставлю ссылку в описании под видео. Ретро-Сатурн в рыбах, это тоже присутствует. Сатурн у нас тоже ретроградный. У нас еще и ретроградный Нептун будет до практически 7 декабря. Но ретро-Сатурн, я приглашаю посмотреть видео и прочитать статью на моем сайте, там для каждого знака зодиака в отдельности. Но если мы продвижение планет ретро-Сатурн и ретро-Нептун помогают тем, кто немного застрял в какой-то нерешительности или какой-то вопрос в жизни просто сам по себе застрял, но никак не сдвинется с мертвой точки. Вот здесь сами по себе планеты, назовите это высшие силы Вселенной, небесное расписание нам помогает с чем-то определиться. Да, это не совсем просто. Нам придется разобраться с тем, что уже есть. Но возможен пересмотр семейных отношений, брачных контрактов, союзов, смена места жительства для кого-то раздел имущества или вообще смена статуса. Могут быть некоторые вопросы не совсем простые, где-то с середины октября и первую декаду ноября, там некоторый конфликт Плутона с Марсом. Поэтому, где-то придется нам держать себя в таких более уравновешенных эмоциях. Но так или иначе, в ноябре вы уже будете четко понимать, что вы хотите продолжать, а что в вашей жизни является балластом, от чего вы или от кого вы захотите избавиться. Я позже напишу еще одну статью именно по ретроградностям, потому что это момент перехода из 2024 года в 2025. И от того, как мы разберемся с какими-то прежними задачами, которые мы пока еще не успели завершить, закрыть какие-то гештальты, будет зависеть, чем мы будем заниматься в 2025 году. Есть взаимосвязь, безусловно. Мы идем с вами дальше. И если мы заявили, как изменится ваша жизнь, или мы говорим выбор и организация, вот чего будет касаться ваш выбор и организация вашей жизни, какие вопросы для вас могут быть на повестке осени, праздник после победы. Правда, победа, нам сразу сказали, победа будет. Не сомневайтесь. И праздник как будто тоже. Решите вы все вопросы, но это потребует определенных ваших усилий. И отчасти жезлы – это у нас дела, работа, бизнес. И это у нас также финансы, безусловно. Поэтому вот эти два направления, они будут наиболее активно проигрываться. Что-то вы будете
Может быть, по части, как свою финансовую стратегию, тактику менять. Для кого-то это может быть смена статуса именно по работе. Ну, или если мы про организацию нашей жизни, я хочу быть счастливым. Вот если лев поставить перед собой задачу быть счастливым, ничто не может помешать. Значит, найдете 1000 способов взаимодействия, чтобы как-то перевернуть реальность в ту сторону, как вы захотите. Давайте достанем еще одну карту. Перемены или выбор и организация. Принцесса жезлов. Что-то как новые предложения могут быть. Или для вас сам по себе выбор. Принцесса жезлов, обратите внимание. Красный плащ. Это где-то прообраз Марса. В этой колоде цвета имеют значение. И плащ словно делится на две части. Вот как раз карта обрисовывает выбор. И этот выбор, в первую очередь, зеленое платье, будет касаться денег. Откуда ко мне приходят деньги? Какая-то стратегия, тактика. Для кого-то из вас это могут быть новые способы заработка. Пассивный доход или еще какой-то вот дополнительный доход. И принцесса наша шла куда-то. Жезлы – это энергия, это решимость. Но она остановилась. Она остановилась не навсегда, а для того, чтобы словно в последний момент проверить все. Все ли готово? Все ли она взяла с собой? Стоит ли этим заниматься? Вот у вас может быть некая заминка, пауза. Тогда знайте, что это для того, чтобы вы правильно с чем-то определились. Выбор и организация. Выпадает королева Пентаклей. У кого-то могут быть конкретные вопросы, дела. Может быть, в вашем окружении есть человек. Может быть, это и близкий вам человек, который рожден под знаком зодиака, стихии Земли. Или имеет там асцендент. Это у нас знаки Телец, Дева, Козерог. Но вообще это само по себе благополучие. Королева Пентаклей – это та, которая из хаоса умеет создать порядок. Это та, которая создала вот этот райский сад, в котором она восседает на троне своими руками. Вот где-то такие энергии вы создаете свой райский сад своими руками. И упорядочить свою жизнь, если мы говорим про организацию, точно это вам придется как-то сделать. И это может касаться дела вашей личной жизни, иногда это проигрывается, дела ваши, именно партнерские отношения, ваша любовная история, кому я могу доверять, кто со мной, вопросы жилища, вопросы для кого-то переезда или финансы. Вы можете как и обустраивать, делать более комфортным свой дом. Вы можете с головой уйти в заработки, вот это тоже может проиграться. Или для кого-то из вас то, что было творчеством, вы решите монетизировать, и это тоже будет правильно. Любая концепция направлена вот как на райский сад или на то, чтобы сделать свою жизнь более правильной, более гармоничной, более упорядоченной. Вот это все со знаком плюс. Выбор есть, но как будто выбор между благополучием и праздником. Вот так. Но есть и баланс в этом, безусловно, потому что обе карты говорят как раз о некотором состоянии надежности и якоря. Вот, наверное, в сторону людей, любых людей, пусть это касается вашей работы, но, значит, там тоже определенный круг, или пусть это один человек, которому вы доверяете. И по личной жизни где-то тоже больше доверия тем людям, которые вам знакомы, или на кого вы можете положиться. Давайте еще спросим. Организация или выбор? Какая-то история личная, именно по шестерке кубков. Это те люди, которых вы знали. Для кого-то может проиграться вполне, когда была дружба, а здесь она будет переведена в новый статус, и нам где-то об этом говорят. Тогда может быть и оформление. Раньше вы встречались, а теперь вы решите жить вместе, просто даже проживать, попробовать. Такой тандем, как это будет в реальности. Для кого-то из вас шестерка кубков есть действительно те люди, которым мы доверяем. Это те люди, которые свободны от меркантильности. Белые волосы, нам 2 детей изображены. Так вот, их белые волосы – это символ искренности. Мы бываем по-настоящему искренне только в детстве. И вот есть такой человек, который к вам относится всей душой. Может быть, есть такие отношения. Вам и планетарно, кстати, могут вернуться какие-то отношения прежние.
И какая-то история заиграет новыми красками. Может быть, это будет выбор как раз между партнерами. Может быть, выбор для вас, мои дорогие львы и львицы, как и по работе, так и по личной жизни. Как изменится ваша жизнь? Давайте посмотрим, что нам расскажут карты. Каковы направления видят они? Как изменится ваша жизнь? Пятерка мечей, первая победа. Это уход от конфликта при сохранении собственных позиций. Видимо, будет очень важно с кем-то не конфликтовать, не настаивать на своем. Быть более таким избирательным в методах, сдерживать свои эмоции. Карта говорит о чем? Да, ты можешь достичь этой победы, как будто доказать кому-то что-то, но этим ты противопоставишь себя и какую-то конфронтацию ненужную устроишь. Тебе это не будет помогать. А вот красиво, элегантно выйти из какого-то конфликта как раз нам и советует больше эта карта. И позиции собственные или принципы мы не меняем, но и дистанцию конфликта, напряженности мы не усиливаем, не осложняем себе жизнь, мои дорогие. Вот в целом где-то так. Как изменится ваша жизнь? Видимо, в каком-то жизненном контексте вот вам придется такие решения принимать. Когда мы складываем оружие, может быть, прежде, кстати, все то, что я только что сказала, мы пытались кому-то что-то доказать, а здесь уже неинтересно, здесь уже не хочется. Какая-то история у вас будет завершена. И если у нас принцесса жезлов выпадает вверху, и мы сказали выбор, красный плащ, который символизирует Марс, и выбор где-то на две части делится. Мы отказываемся от чего-то одного в пользу чего-то другого. Мы складываем оружие в каком-то одном направлении. И тогда наши усилия, они будут более правильны. У нас не будет, ну, как растраты, пустой растраты, траты, точнее, энергии в то, что не может быть продолжено или не может служить нашему прогрессу. Кто-то из вас может столкнуться, мои дорогие львы и львицы, и тогда будьте внимательны, с некоторым недомоганием. Если все-таки в период осени четверка мечей говорит о некоторой паузе, или вы чувствуете, что ну где-то недостаток сил, тогда нужно уделить внимание отдыху. Труд и отдых сбалансировать точно придется, или для кого-то карта может советовать: пройди обследование. Сам не додумывай, ой, оно пройдет. Мы часто так думаем. Пройди, сдай анализы, может быть, или обратись к специалисту. Может быть, стоматологии у кого-то. Нужно уделить внимание самому себе или самой себе. Об этом нам говорит карта. И привести мысли в порядок. Мысли, по крайней мере, и ваши намерения, это будет очень важно в осенний период. Как изменится ваша жизнь. Может быть, больше спокойствия придет. Для кого-то сложновато, может быть, я уже об этом говорила еще до карты. Десятка жезлов – это напряженность. Может быть, и многозадачность на работе, когда вам придется много работать, увы, я такое не могу исключить. И тогда вот карта четверка мечей дополняет десятку жезлов и говорит, если мы про организацию, организовать режим труда и отдыха. Мы не можем себя обесточить. Может быть, вы придете к выводу, что вам придется делегировать часть своих обязанностей кому-то еще, потому что так вот складываются обстоятельства, или ваша как-то личная жизнь, или необходимо уделить внимание самому себе и в плане отдыха тоже. По десятке жезлов у нас как будто хватит сил физических дотащить эти 10 жезлов, но вам придется не раз решать, а нужно ли мне этим заниматься. По сути, это выбор. И у нас показан человек, который в достаточно дорогих одеждах тянет эти 10 жезлов, но он смотрит в землю. Он свету белого буквально не видит. А если бы он просто отряхнулся словно, бросил эти 10 жезлов и посмотрел, а вообще куда я иду, то вряд ли бы он, может быть, и пошел до этой облезлой башни. Вот какой-то выбор очень важный. В том ли направлении я иду. Вот я бы сказала так. От этого выбора будет зависеть напрямую благополучие и качество жизни. Как изменится ваша жизнь. Решить очень многие вопросы. Посмотрите, вот выбор, да, мы спросили. Выбор и организация. И какие полярные карты нам выпадают, как изменится жизнь. Мы можем ничего не делать или кому-то что-то доказывать. Но карты нам сразу продолжают, что мы ничего не докажем. А как раз вместо какой-то конфронтации
у нас может быть праздник и победа. Вместо, может быть, какой-то полной паузы или остановки в делах может быть правильный выбор. Да, заминка может быть, но только на время, чтобы проверить, все ли мы взяли с собой в будущее. И если у нас выпадает королева Пентаклей, в целом энергетика карты, это баланс. Чтобы воплотить в реальность задумку, королева Пентаклей должна уделять внимание собственному здоровью и собственному отдыху, и правильно распределить свои силы, чтобы ее на все хватило. И вот десятка жезлов нам тоже где-то об этом. Для кого-то из вас партнерские отношения, они будут важны, взаимопонимание именно само, которое мы сказали, свободно от меркантильности. И есть какой-то, может быть, у вас союз, когда вас будут поддерживать, поддерживайте финансово, и вы можете уйти как от недопонимания, так и от каких-то финансовых минусов, мои дорогие. Полный баланс вам нужно установить. Вот я это вижу, по крайней мере, так. И здесь словно два пути. Какой выберете вы? Ну, быть дипломатом, я так в целом вижу, придется. Потому что людей мы не изменим, а главное, надо ли их менять. А вот от того, как мы провзаимодействуем или как закроем какие-то вопросы, не оставим что-то на паузу сами и в надежде, что решится само, насколько мы готовы к какой-то новой реальности, чтобы из хаоса создать свою организацию жизни, будет и зависеть это качество. Давайте мы немножко уточним. Достанем первую карту, и это у нас будет называться дела, работа, бизнес, или пусть это будут документы, учеба, какие-то новые направления в творчестве, вообще в целом, как на все эти деловые направления видят карты, пусть покажут энергии. Вторую карту мы достанем, в чем ваша сила, или куда вот эту энергию нужно направить. Ваша сильная позиция в целом. Третья карта неожиданности. Или, может быть, сложности, что может ожидать. Четвертая карта сюрпризы, подарки или то, что радует, то, что вас вдохновляет. Пятая карта личная жизнь, опять же, энергии смотрим. И шестую, в чем вам повезет. С чем вы можете разобраться окончательно. Итак, дела, работа, бизнес, если мы говорим. Правда выбора, двойка жезлов. Вот чтобы был этот праздник, выбор придется делать. Может быть, вот это вот долгое ожидание, когда мы не решаемся что-то начать. Тогда ретро-Сатурн, который, ну, где-то пробудет до 15 ноября, и ретро-Нептун, который до 7, как я сказала, декабря, мы можем отчасти затянуть какую-то себе историю на более далекий срок. А потом все равно выбор делать придется. Потому что, ну, где-то к концу января все равно Уран, он какие-то барьеры снесет, мои дорогие. Поэтому если, ну, как знаете, не замыливать себе глаза эмоциями или не продолжать какое-то ожидание, вот определенно стоит. Какая-то решимость должна быть. От вашего выбора зависит, как будет в дальнейшем складываться ваша история. Есть по двойке жезлов, может быть, и некоторые вопросы, когда вам придется договариваться и словно сидеть на двух стульях. Вот есть такой момент. И если мы спросили дела, работа, бизнес, вам придется, может быть, как раз и согласовывать. И где-то быть и вашим, и нашим. Но вот тогда в данном случае двойка жезлов помогает. У нас получается это сделать. Но если мы просто сидим и ждем, тогда мы вряд ли чего-то дождемся. Давайте мы откроем вторую карту и узнаем, в чем же ваша сила. А вам и нужно идти вперед. Если двойка, дальше у нас тройка, пусть пентаклей. Но по этой карте это момент перехода между прошлым и будущим. Есть такое, как сдача экзамена, и для кого-то это сдача жизненного экзамена. И есть какие-то вопросы из прошлого, которые сами не разрешатся без вашего участия. И выбор делать придется. Может быть, эта карта говорит еще о том, мы уже с вами это обсуждали, как обучение. Или вы хотите дополнительный какой-то доход и для себя организовать, или изменить работу, или еще какие-то у вас есть с учетом принцессы жезлов наметки на вашу собственную стратегию, тактику по поводу занятости и вашего финансового дохода. То тут может карта тройка пентаклей говорить: изучай что-то, продолжай. И в последующем ты эти знания применишь на практике и переведешь уже в финансы. Вот есть что-то, какое-то дело,
которое может сулить для вас очень хороший финансовый прогресс, мои дорогие. Подумайте, что это может быть. Или если мы спросили, в чем ваша сила, о том, что пройти жизненный экзамен, от чего-то вовремя, может быть, или какого-либо неучастия, или закончить какое-то ненужное продолжение, какие-то отягощающие вас обязательства или какую-то историю, которая не служит вам прогрессом. И это не обязательно будет касаться личной жизни, это может касаться вашего труда, творчества, или когда для нас попросту нужно, может быть, как дополнительный доход для себя рассмотреть и приступить к изучению чего-то. У кого-то из вас эта карта может означать, к примеру, вы начинаете изучать банально какой-то иностранный язык, а в последующем для вас именно даже это может начаться как хобби, а в последующем вы будете более востребованным специалистом в вашей области, потому что вы как раз владеете этим языком. А для кого-то это может быть язык программирования, или еще какие-то IT-технологии, или что-то новое, кардинально новое, по которому, может быть, у вас нет образования, да, или чем вы прежде вот так вот с профессиональной какой-то точки зрения или подходом профессиональным не занимались. Тут есть какой-то момент перехода между прошлым и будущим, и в этом ваша сила. Вот осуществить что-то, видимо, завершить в чем-то ожидание, ну, подвести какой-то баланс и идти вперед. Давайте посмотрим, каковы же неожиданности. Умеренность. Сама по себе карта говорит, что может быть, пусть не в этой колоде, Его Величество, какой-то случай. Вот эта умеренность или душевное спокойствие, оно как раз будет вам необходимо для того, чтобы этот выбор совершить или увидеть какие-то новые возможности. По аркану умеренности как раз новые возможности идут. Но это то, что скрывается в тени. Это то, что к вам может прийти через интуицию или через какой-то инсайт. Это не сама по себе неожиданность. Тут может выступать неожиданность как заминки в каком-то деле или какой-то вопрос не решается, становится на паузу. Тогда карта будет говорить всему свое время. По аркану умеренности старший аркан – это есть какие-то события извне. Может быть, какие-то правила, законы, регулировки, на которые мы не влияем. Может быть, и есть те дела, которые, к примеру, касаются документов. И там четкий регламент, и мы это ускорить никак не можем. Может быть, для вас будет в чем-то как неожиданность, что придется подождать конкретного, опять же, документа. Или какого-то события, или какой-то даты. Вот такое тоже могу предположить. Ну, или будьте внимательны все-таки к своим собственным инсайтам, потому что какая-то альтернативная возможность, она у вас точно за осень появится. Пусть она будет, ну, несколько не в той концепции, но, видимо, она требует внимания и того, чтобы вы что-то просчитали. Давайте мы посмотрим, каковы же подарки. Выход из лабиринта или какой-то паутины мыслей. Определенно, если двойка жезлов у нас вверху, и выбор нужно делать, по тузу мечей это уже один у нас туз, да, один меч. И предполагалось, что, может быть, прежде мы могли пойти в двух направлениях, но мы выбираем одно, мы не можем сразу идти и направо, и налево, поэтому мы выбираем что-то одно, от другого мы отказываемся. С нами могут не соглашаться, быть верным самим себе. И тогда вот какой-то лабиринт или какая-то пауза, или, может быть, у кого-то и стоячее болото. Оно должно завершиться. Вот я с учетом нижних карт могу, или как период ожидания, период конфронтации. Все должно быть расставлено по местам. И это будет как подарок. Больше воздуха как будто. Больше возможностей, больше креатива какого-то для вас откроется. Иначе мы можем так и застрять в периоде какого-то бездействия. Или, может быть, это и касается для кого-то из вас ваших личных планов на конкретного человека. И если какая-то история уже никак не продолжается, значит, вы тоже в чем-то захотите разобраться. Такое я могу предположить. И, может быть, где-то и человек проявится. Нам не говорят со знаком плюс или минус.
Но будут какие-то внешние события, подталкивающие вас к этому выводу, это точно, потому что мы спросили про сюрпризы. Что-то как тайное может стать окончательно явным. Давайте мы посмотрим следующую карту. Что же личная жизнь? Карта звезда. У кого-то, правда, и переезд, и смена статуса в каком-то процессе или в перспективе может проиграться, как и смена гражданства или переезд куда-то очень далеко, или то направление, которое вы сами избираете. Нам вообще карта звезда говорят, сияйте как звезда. И если в личной жизни здесь какая-то, может быть, перспектива совершенно иная, или откроется перед вами, даже в тех отношениях, которые уже сложились. По аркану звезда нет ничего невозможного. Да, нам не говорят о том, что это произойдет осенью. Всегда по аркану звезда это тот период, который лет на 10, на 20. Но если мы про личную жизнь, значит, тут можно построить какие-то отношения или перевести в новый уровень, на новый статус, когда этот человек, у вас будет с ним взаимодействие долгий период времени. Или вы вместе совершите переезд, или вы вместе организуете бизнес, работу. Вот может быть и так. По аркану звезда – это когда сбываются наши желания. Поэтому по личной жизни что-то у вас может, вот от чего-то вам надо не отказаться. Может быть, не создать какую-то конфронтацию или не быть, знаете, ну, где-то более таким колючим, не настроенным на взаимодействие. Все же две пятерки. И по вот этим двум пятеркам, когда хочется настоять на своем. Пятерка пентаклей, карта недопонимания и недостатка финансов. Нам двое проходят мимо богатого дома. Они могли бы туда зайти, но они уверены, что они там не нужны, и они проходят мимо. Вы можете в чем-то ошибаться. Более того, по пятерке мечей мы можем настаивать именно на своем. Первая победа. Победа есть, да, мы настояли, но мы от этого не стали счастливее. Вот это тонкий нюанс. Переложите на себя. Есть какое-то взаимодействие вот этого нижнего ряда карт. В чем же вам повезет? Давайте откроем карту. А вот в переменах и повезет, что вы на них решитесь. Это карта трансформации. Вот эта звезда, обратите внимание, она как будто далеко скрыта, но она ближе, чем вы думаете. Она где-то осенью должна быть вами прочувствована. Какая-то совершенно новая стратегия, тактика вашей жизни. Новые возможности. И где-то не быть материалистом таким очень заядлым, понимаете? И, наверное, увидеть, всегда ведь по аркану смерть идет что-то и возвышенное, и земное. Вот соединить что-то подобное, как шестеркой кубков, может быть, через отношения и открыться каким-то более новым возможностям сначала через чувства. Я имею в виду чувства, не эмоции, а через искренность, надежность. Это ценности, понимаете? Разграничивать для себя цену и ценности. Вот есть какой-то такой тонкий нюанс между верхним рядом карт и именно нижним. Но вот эта звезда, она и будет как раз, вот как я сейчас сказала, цена и ценности, сдача жизненного экзамена, то, что вы проходите с учетом тройки пентаклей. И в этой позиции, куда направить вам ваши силы? Видимо, для себя какой-то определенный фарватер прояснить или задать себе вопросы, что важно для меня. Это будет легче пройти вот эту трансформацию. Это неизбежно. И если мы что-то откладываем, мы ведь это не отложим, как я сказала, по Урану. Все равно Уран будет что-то менять. И тогда, если мы сами не выходим навстречу этим переменам, тогда отдаем на волю случая нашу судьбу. А так быть не должно, потому что вам как раз в них везет, мои дорогие. Пространство хочет, чтобы у вас был праздник после победы. Перекладывайте на себя, мои дорогие львы и львицы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.